Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Бэрон с тревогой ждет у двери операционной. Он думает о моменте, когда они с Диланом посмотрели на его сына. Пока он беспомощно ждал, очень грустный и со слезами на глазах, он молил Бога простить меня, Дилана и моего сына. После этого приходят Ферат и Джихан и пытаются утешить Барана. Пока Джихан и Ферат обсуждают, что они будут делать вместе, Баран говорит: «Не волнуйтесь, мы все сделаем, как только Дилан и мой сын благополучно выйдут из операции». Затем он говорит: «Я уже знаю, что Дилан не оставит меня в покое». На этом этапе в хирургии возникает проблема. В Дилане произошло неизвестное кровотечение, и они не могут найти, где оно произошло. Тем временем Дилан мечтает о том, чтобы Баран и его сын были вместе. Он также присутствует в этом сне. И Бэрон поворачивается к Дилану и говорит: «Мы ждем тебя с нашим сыном». И он протягивает руку за спиной и зовет Дилана. Проблемы продолжаются в хирургии. Врачи всеми силами стараются сохранить Дилану жизнь. На улице собралась вся семья, и мы продолжаем с нетерпением ждать. В этот момент Бэрон сдерживает сердце и на мгновение заболевает. Он понимает, что с операцией что-то пошло не так. Это ожидание, глядя на операционную, меня убьет. Он говорит, что я больше не могу терпеть, не хочу ждать. Затем, когда Ферат пытается его успокоить, Баран говорит, что не успокоится, пока не увидит Дилан. В этот момент приходит Джевдет и спрашивает о его ситуации. В этот момент Бэрон спрашивает медсестру, что случилось. Однако, когда медсестра не отвечает, он злится и начинает стучать по сиденьям. Такое же тревожное ожидание продолжается и в Канаке. Пока госпожа Азади ждет с одной стороны, и госпожа Кадер с другой, господин Кудрет тоже очень расстроен. С другой стороны, Харун и Ясмин разделяют одни и те же опасения по поводу Дилана. Когда клиент приходит в ресторан Ясмин и Харуна, возникает небольшая паника, и Ясмин предлагает лимонад, чтобы не заставлять клиента ждать. Бэрон злится, когда не получает вестей от Дилана. Пока Ферат пытается его успокоить, выходит врач и говорит, что во время операции было осложнение, но нам удалось взять ситуацию под контроль. На вопрос Бэрона, как у него сейчас дела, врач отвечает, что и с матерью, и с малышом все в порядке. Тогда у всех появляется праздничное настроение, они обнимают друг друга и говорят: «Слава Богу, что все закончилось». Когда господин Кудрет звонит Ферату и сообщает эту новость, господин Кудрет глубоко вдыхает с облегчением и говорит Гэже Азади и Гэже Кадер, что с ними все в порядке. Госпожа Азади и господин Кудрет поклялись, что Дилан и ребенок поправятся, и говорили о том, чтобы это произошло. Когда Севрий звонит в ресторан и сообщает Ясмин о хороших новостях Дилана, Харун и Ясмин очень счастливы. Пока Дилан все еще находится под воздействием наркоза, Бэрон входит с ним в комнату. Пока Дилан спит, он ласкает ее волосы, любит ее и благодарит. В этот момент Дилан с улыбкой открывает глаза. Как только Дилан приходит в сознание, он спрашивает, в порядке ли наш сын. Бэрон говорит, что вы с нашим сыном справились очень хорошо, и мы выиграли эту войну. Дилан говорит, что ты, я и наш сын, мы вместе выиграли эту войну, но я знал, что мой сын не оставит нас. Баран говорит, что наш сын очень сильный и упорный, как и его мать, тяжелые дни позади, нас ждут счастливые дни. Дилан говорит: давайте с этого момента будем очень счастливы, а Бэрон говорит, что произойдет. Мы будем Бараном, мы все увидим хорошие дни вместе, мы будем держать друг друга крепче, ты и я, наш сын, наш любимый, мы будем счастливее вместе, я вам обещаю. За ужином Джевдет говорит Севрии и Ясмин, что он очень боялся, пока операция Дилана не закончилась. Когда Джевдет говорит Ясмин, что ему очень повезло иметь такого брата, как Дилан, он говорит Севрии, что если мы смогли удержать нашего ребенка, то именно благодаря ему Джевдет даже положил конец огромной кровной мести.
Прежде чем отправиться в операцию, Бэрон взял шоколад, который Дилан хотел съесть после операции, и заставил его съесть суп Дилана, показав его ему. Когда Дилан хочет съесть весь шоколад, а Бэрон не позволяет этого, Дилан извиняется за свою нынешнюю болезнь и просит его не расстраивать меня. Когда у Бэрона внезапно на глазах появляются слезы, Дилан говорит: «Ладно, я не буду есть шоколад, только не плачь, не грусти». Баран говорит, что мои слезы не от печали, а от счастья, я до смерти боялся потерять тебя и больше не увидеть. Я испытал отчаяние и одиночество. Когда Савшкин сказал: «Не оставляй меня снова без тебя», Дилан говорит: «Моя дорогая, я не хочу видеть, как ты так страдаешь». Когда Бэрон говорит: «Не оставляй меня больше без тебя», Дилан отвечает: «Ты больше никогда не останешься без меня, и я больше не останусь без тебя». Бэрон садится рядом с Дилан и сразу же целует и обнимает ее. В этот момент Дилан говорит: «Сейчас у нас гораздо более серьезная проблема. Как будут называть нашего ребенка? В этом случае он останется безымянным». Бэрон отвечает: «Не волнуйтесь». А потом проходит неделя, пока Дилан и Бакран спят в своей спальне, Дилан просыпается раньше Барана и щекочет нос Барана своими волосами. Когда Бэрон внезапно просыпается, хватает Дилана за руки и говорит: «Я поймал тебя», Дилан делает вид, что ему больно, и спрашивает: «Прости, я так тебя обидел». Когда Дилан отвечает, что все в порядке, Бэрон говорит: «Ты просто притворяешься. Если бы я знал, что буду иметь дело с таким мошенником, как ты, я был бы готов». Дилан говорит, что я люблю соревноваться. Бэрон не позволял Дилану выходить из комнаты неделю. Дилан входит снизу и выходит сверху, убеждая Барана уйти. Когда Харун собирался открыть магазин, он сказал: «Я так устал, все болит». Он видит Ясмин и говорит: «Ух ты, какая красота!» Теперь не осталось ни усталости, ни стресса. Когда приходит Ясмин и спрашивает, почему она улыбается, Ясмин немного смущается, когда Харун говорит, что когда он видит тебя, у него не осталось усталости или стресса. Когда Дилан подходит к столу, чтобы позавтракать со всеми, все очень счастливы и говорят «Маша Аллах». Когда Дилан сидит за столом, он говорит: «Я пришел к вам сразу после того, как получил разрешение от Бэрона, мне было так скучно просто есть». Дилан удивляется, когда госпожа Азади говорит, что теперь, когда наша дочь Дилан выздоровела, мы можем начать жить в комнате моего внука. Дилан спрашивает Бэрона, как мы это пропустили. Мы все равно не назвали имя нашему сыну. Что случилось с коробкой? Знаешь, он собирался написать в ней имена, которые предложил. Господин Кудрет, дочь моя, нам не хотелось, когда вы были в таком состоянии, объясняет он. Когда Дилан говорит, что мы выберем его после завтрака, Бэрон говорит, что никто не обидится, что предложенное им имя не было выбрано. Дилан говорит: «Да, мы выберем его, не зная, кто какое имя предложил». Эта идея волнует всех. Когда Дилан и Бэрон в исследовании говорят о том, что не думают об идее комнаты для нашего ребенка, Бэрон говорит: «Я думал, что он всегда будет спать рядом с нами». Дилан говорит, что будет с нами впервые, но потом ему нужна комната. У меня не было комнаты, потому что мы часто переезжали, когда я был маленьким, я был очень прилежным, но мы с Зюмрюд спали на диване кровати в гостиной, рассказывает он Барану. Все садятся за стол перед коробкой и пишут задуманное имя. Они всегда болтают за столом и пытаются выбрать красивое имя. Дядя Ахмед объясняет, что имя, данное малышу, очень важно и что согласно хадисам следует давать красивые имена, так как это повлияет на характер малыша. Каждый по очереди пишет имя, которое ему кажется и которое нравится, и кладет его в коробку. Когда Дилан спрашивает Бэрона, что если нам не понравится ни одно из написанных имен, Баран отвечает: «В конце концов, это наше решение, мы его не выберем». Пока они разговаривают, приходит Акиф, и Дилан выходит из комнаты, говоря, что у него есть работа. Когда Баран спрашивает, что случилось, есть ли что-нибудь важное, он говорит, что есть Акиф, тебе лучше позвонить отцу и братьям.
В то время как госпожа Кадер очень переживает за свою сестру, Гуль пытается ее подбодрить и успокоить. Когда Акиф рассказывает, что рыбака убили и бросили в море, Ферат, человек, с которым мы разговариваем, говорит, что это определенно дело рук Шаира. На вопрос, какие у них отношения, Акиф отвечает, что нашел записи звонков этого человека и позвонил Ферату. Ферат говорит, что я дал ему свой номер, но он так и не позвонил. Могу ли я посмотреть записи, и они обнаружат, что номер, с которым он не мог поговорить, принадлежит этому мужчине? Берен предупреждает своего отца и братьев, что нам нужно держать глаза открытыми. Пока Дилан разговаривал с Сабихой у бассейна, Баран злится, когда она уходит, ничего не надев. Когда они встают, чтобы войти внутрь, к ним приходит Гуль и сообщает, что состояние моей бабушки плохое и мама уезжает. Госпожа Кадер прощается со всеми и, наконец, обнимает Дилана с добрыми пожеланиями, а Гуль и Ферат прощают ее. Когда Ясмин приготовила новые рецепты, Харун их всех похвалил. Пришедший в это время загадочный человек просил всю еду одинаково, понемногу. Они начали задаваться вопросом, кто этот мужчина. Пока Гуль и Ферат провожают Кадер Ханым в особняк, Хасан наблюдает за ними издалека. Господин Кудрет приходит к нему и спрашивает, что ты здесь делаешь. Пока Хасан говорит, я здесь стою, у него звонит телефон. Когда господин Кудрет спрашивает, разве ты не собираешься его открыть, Хасан спрашивает, ты всегда будешь следовать за мной вот так. Когда господин Кудрет отпускает веревку и говорит, что вы делаете неправильные вещи, Хасан и его сыновья уходят, говоря, что вы и ваши сыновья должны слезть с меня, я устал от ваших рук. Ферат понимает, что между ними что-то происходит, и идет к Гану Кудрету. Когда я спрашиваю, не беспокоил ли он вас снова, господин Кудрет говорит, что он меня не беспокоит, но он опять что-то задумал. Когда Ферат говорит, что я могу последовать за ним и узнать, что он задумал, господин Кудрет предупреждает его следовать за мной, но будьте осторожны. Джавахир в плохом настроении говорит, что это стало плохим делом, нам нужно найти другое место, Хасан не отвечает каждый раз, когда мы звоним. Посетитель ресторана хочет встретиться с Ясмин, и Харун звонит Ясмин. Сказав ей, что он гурман и что еда ему очень нравится, мужчина предлагает Ясмин работу шеф-поваром в своем отеле в Анталии. В то время как Дилан опечален уходом Кадера, Берен замечает это и пытается ее подбодрить. Тем временем Джихан звонит Дилану и Барану и говорит, мы записали имена и подготовили коробку, мы ждем вас. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.